Представь, что прямо сейчас ты стоишь на пороге космоса. Без скафандра, без защиты. Вокруг тебя абсолютный ноль, минус 270 градусов. Тишина, пустота. И вдруг ты чувствуешь тепло. Откуда? За сотни миллионов километров отсюда одна гигантская ядерная печь только что отправила фотон, который коснулся твоей щеки. Это путешествие длилось 8,5 минут. А теперь задай себе вопрос, что именно согрело твою кожу? И почему без этого тепла вся наша история, от первой клетки до Ютуба, никогда бы не случилась? Если вас завораживает космос, подпишитесь на канал. Путешествие начинается прямо сейчас. Психологи любят говорить, что у человека есть потребность в безопасности. Мы строим стены, закрываем двери, покупаем страховки. Но вот что странно, твой настоящий дом – это даже не планета. Твой дом – это зона Златовласки. Слышал такое название? Астрономы называют ее обитаемой зоной. Это не расстояние от звезды. Это та невероятно тонкая полоска пространства, где вода может оставаться жидкой. Чуть ближе к Солнцу океаны вскипают, и Венера превращается в ад с давлением, которое раздавит подводную лодку. Чуть дальше океаны замерзают намертво, и Марс покрывается красной ледяной пылью. Земля оказалась ровно посередине. Это как если бы лучник выпустил стрелу с другого конца галактики и попал в яблочко, которое меньше атома. Представь, что ты стоишь на поверхности Венеры всего на минуту. Ты даже не успеешь понять, что произошло. Давление в 90 раз выше земного – это как оказаться на дне океана на глубине километр. Температура почти 500 градусов по Цельсию. Свинец плавится. Твое тело испарится быстрее, чем мозг успеет послать сигнал о боли. А теперь представь Марс. Там минус 60, тонкая атмосфера, которая не держит тепло. Ледяная пустыня, где ночь длится столько же, сколько земной месяц. И между этими двумя кругами ада тонкая голубая линия. Наша планета. Ты живешь ровно посередине. И эта середина настолько узкая, что если бы Земля была на 5% ближе к Солнцу, океаны бы уже вскипели. Если бы на 5% дальше, они бы замерзли навечно. Ты балансируешь на лезвии. Каждую секунду. Уже 4,5 миллиарда лет. Но есть одна проблема. Этого слишком мало. Одна зона ничего не решает. Потому что есть еще одна сила. Без нее даже в золотой полоске ты замерз бы насмерть за одну ночь. Температура падала бы до минус 180 градусов. Как на обратной стороне Луны. Что же удерживает тепло? Воздух? Да, атмосфера. Но что удерживает атмосферу? Почему она не улетает в космос, как это случилось с Марсом? Ответ спрятан глубоко под твоими ногами, в расплавленном железе, которое вращается. Ты сейчас смотришь это видео, твое тело не взрывается, твои клетки не разлетаются в клочья, и ты не светишься зеленым. Почему? Потому что каждую секунду Солнце испускает не только свет. Оно испускает солнечный ветер. Представь себе не ветер из воздуха, а ветер из заряженных частиц, летящих со скоростью 1 000 000 километров в час. Без защиты этот поток стер бы атмосферу Земли, как наждачная бумага стирает краску. За несколько миллионов лет от нашей планеты остался бы голый камень, как Марс, который когда-то тоже имел океаны и атмосферу, но потерял магнитное поле и отдал все космосу. Так почему же мы все еще здесь? Потому что у Земли есть магнитное поле. Это как если бы планета завернулась в гигантский невидимый пузырь. Ученые называют его магнитосферой. И когда солнечный ветер врезается в этот пузырь, происходит невероятное. Ты видел это своими глазами. Северное сияние. Да, те зеленые, красные и фиолетовые волны, от которых замирает сердце, это не просто красивое шоу, это звук битвы, это крик нашего щита. Частицы Солнца сталкиваются с полем Земли, и энергия выплескивается в небо в виде света. Каждый раз, глядя на сияние, ты видишь, как звезда пытается убить планету. И планета выигрывает этот бой. Представь, что ты летишь над Землей на высоте 10 тысяч километров. Ты не видишь магнитное поле обычными глазами. Но если бы ты мог его увидеть, ты бы обомлел. Это огромный пузырь, вытянутый в сторону от Солнца. С наветренной стороны он сплющен, солнечный ветер давит на него, как ураган на палатку. А с противоположной стороны поле вытягивается в длинный хвост. На миллионы километров. Почти до орбиты Луны. Внутри этого пузыря спокойно.
Безопасно. Это единственное место во всей Солнечной системе, где радиация достаточно низкая для сложной жизни. Ты живешь внутри невидимого шара, который создало расплавленное ядро планеты, и если бы это поле исчезло хотя бы на год, все. Спутники бы посыпались, радиация убила бы все живое на поверхности, атмосфера начала бы утекать в космос, и через 100 тысяч лет Земля стала бы вторым Марсом. Здесь все становится страннее. Без этого поля не было бы жизни, не было бы океанов, не было бы тебя. Но поле не могло бы существовать без одного очень странного ингредиента – расплавленного железа, которое вращается внутри планеты. То есть, понимаешь? Твое существование зависит от того, что в центре Земли кипит жидкий металл, а в центре Солнца непрерывно взрываются миллиарды водородных бомб. 2 ядра, одно ядерное – далеко наверху, другое металлическое – глубоко внизу. И только когда они работают вместе, ты можешь пить кофе по утрам и смотреть этот ролик. Ты когда-нибудь задумывался, почему Солнце не вспыхивает как спичка? Ведь внутри него каждую секунду превращается в энергию 600 миллионов тонн водорода. Это как если взять все машины, корабли и самолеты Земли, переплавить их и превратить в чистый свет. Каждую секунду. Даже ядерная бомба – крошечная искра по сравнению с тем, что происходит в центре Солнца каждое мгновение. Но Солнце не взрывается. Почему? Потому что внутри звезды идет бесконечная война. С одной стороны, гравитация. Она давит. Она пытается сжать Солнце в точку размером с город. С другой стороны, термоядерный синтез. Он создает давление наружу. Эти две силы схлестнулись 4,5 миллиарда лет назад и до сих пор не могут победить. Это как если бы ты сжимал в руках пружину. Чем сильнее жмешь, тем сильнее она отталкивает. Именно это равновесие ученые называют гидростатическим равновесием. Сложное слово, да? Просто запомни, Солнце существует только потому, что оно постоянно балансирует на грани собственного уничтожения. Чуть сильнее сожмется гравитация, звезда коллапсирует в черную дыру. Чуть сильнее разожмется термояд, звезда разлетится в сверхновой. А Солнце просто стоит посередине и будет стоять еще 5 миллиардов лет. Представь, что ты уменьшился до размера атома и оказался в центре Солнца. Ты не увидишь пламени, потому что там нет кислорода. Вместо этого ты попадешь в адскую толчею. Протоны, ядра водорода, носятся как бешеные, разогнанные до миллионов градусов. Они отталкиваются друг от друга. У них одинаковый электрический заряд, а одинаковые заряды ненавидят друг друга. Но температура настолько высокая, что они прорываются сквозь это отталкивание. Сталкиваются, слипаются и превращаются в гелий. При этом крошечная часть их массы исчезает, превращается в чистую энергию m равно c квадрат, та самая формула Эйнштейна. Потерянная масса умножается на скорость света в квадрате, и вот из одного крошечного столкновения рождается столько энергии, сколько человечество потребляет за полчаса. А таких столкновений внутри Солнца каждую секунду бесконечное количество. Ты стоишь в центре ядерного реактора размером с миллион планет. И он не взрывается только потому, что его собственная тяжесть держит его в узде. Но есть одна деталь, которая меняет все. Если Солнце такое стабильное, почему мы знаем, что оно когда-нибудь умрет? Потому что водород заканчивается. Да, прямо сейчас. Каждую секунду Солнце сжигает 600 миллионов тонн водорода, и каждую секунду его становится на 600 миллионов тонн меньше. Это как если бы ты каждую секунду вынимал по одной монете из гигантского сундука. Сундук огромный, но не бесконечный. Через 5 миллиардов лет водород кончится. И тогда равновесие нарушится. Гравитация выиграет или проиграет. Смотря как посмотреть, ты смотришь на Солнце. Тебе кажется, что ты видишь его прямо сейчас. Но это иллюзия. Фотон, который коснулся твоей сетчатки, родился в центре Солнца. Но он не полетел к тебе сразу. Нет. Ему потребовалось 100 тысяч лет. Да, ты не ослышался. Фотон пробивался из ядра звезды наружу. Он сталкивался с другими частицами. Его отбрасывали назад. Он как будто пытался выбраться из самой плотной толпы во Вселенной. Представь, что ты пытаешься пройти сквозь стену людей, которая в миллиард раз плотнее, чем самая плотная очередь в метро. Ты отходишь на шаг, тебя толкают обратно. Ты идешь в другую сторону, снова стена. Так фотон блуждает внутри Солнца тысячи лет.
случайно, не зная, где выход, и только через 100 тысяч лет он вырывается на поверхность. А от поверхности до твоего глаза 8 минут. То есть тот солнечный свет, который ты видишь сейчас, начал свое путешествие, когда на Земле еще жили неандертальцы. Он старше всей человеческой цивилизации, всех войн, всех империй, всех изобретений. Свет, который попадает тебе в глаза сейчас, покинул ядро Солнца задолго до того, как первый человек построил первый дом. Представь, что ты стоишь на пляже и смотришь на море. Волны накатывают на берег. Каждая капля воды прошла долгий путь, прежде чем коснуться твоих ног. Но путь солнечного фотона гораздо длиннее и гораздо более безумный. Если бы фотон был путешественником, его маршрут выглядел бы так. Он рождается в ядре, затем его отбрасывает влево, потом вправо, потом назад, потом вверх. Он сталкивается с протонами, нейтронами, электронами. Каждое столкновение меняет его направление. Иногда он теряет энергию, иногда приобретает. Он как пьяный матрос, который бредет по коридорам огромного корабля. И только через 100 тысяч лет он случайно натыкается на выход. Поверхность Солнца, свобода. А потом он летит по прямой. Никаких преград, только вакуум. И через 8 минут он врезается в твою сетчатку. 100 тысяч лет блужданий и 8 минут полета по прямой. Ради одного короткого мгновения, когда ты поднимаешь голову и думаешь, какое яркое солнце сегодня. Здесь все становится по-настоящему странным. Если бы солнце погасло прямо в эту секунду, ты узнал бы об этом только через 8 минут. Но те 100 тысяч лет, что фотон добирался до поверхности, это время, когда звезда уже могла измениться. Астрономы называют это зоной непрозрачности. Мы никогда не видим Солнце таким, какое оно есть сейчас. Мы видим Солнце таким, каким оно было 100 тысяч лет назад, когда фотон только начинал свой путь наружу. Получается, мы всегда смотрим на Солнце с огромной задержкой. Как на новости из прошлого, которые уже никогда не вернуть. Единственная звезда, к которой мы можем приблизиться, всегда показывает нам свою старую фотографию. А теперь самое важное. То, что меняет твой взгляд на обычное утро. Ты просыпаешься, открываешь глаза, солнце светит в окно. Кажется, что это просто стало светло. Но на самом деле происходит биологическое чудо. Свет попадает на сетчатку. Нервный сигнал бежит в мозг. Там есть маленькая железа, эпифиз. Ее называют третьим глазом. Она получает команду «день» и останавливает выработку мелатонина, гормона сна. Ты просыпаешься, твое сердце бьется быстрее, температура тела поднимается на полградуса, мозг переключается из режима очистка в режим атака. Ты даже не замечаешь, что все твое тело танцует под ритм, который задала звезда за 150 миллионов километров отсюда. Но это только начало. Солнце управляет не только твоим сном. Оно управляет временем года. Оно заставляет деревья сбрасывать листья и снова распускать почки. Оно говорит лососям, когда плыть на нерест. Оно подсказывает пчелам, когда вылетать за нектаром. Оно определяет, когда черепахи выползают на берег, чтобы отложить яйца. Ты думаешь, что у тебя есть часы? Нет, у тебя есть солнце. И один ученый даже доказал, что если человека поместить в бункер без окон и часов, его внутренний ритм все равно будет колебаться примерно вокруг 24 часов. Это вшито в наши гены. Солнечный след остался в каждой клетке. Даже наши бактерии подчиняются солнечному циклу. Представь, что ты попал в камеру без окон. Полная темнота. Тишина. Ты не знаешь, день сейчас или ночь. Проходит день, 2, неделя. Твои глаза привыкают к темноте. Но твое тело знает. Через примерно 24 часа оно начинает хотеть спать. Еще через 8 часов просыпается само. Даже без света, даже без сигналов извне, твой организм отсчитывает сутки. Это называется циркадным ритмом. Слово «циркадный» происходит от латинского «circadium» – «около дня». Именно около, а не ровно. Потому что без внешней подстройки наши часы сбиваются. Кому-то нужно 24 часа 10 минут, кому-то 23 часа 50 минут. И только Солнце каждый день подкручивает наши внутренние механизмы, как часовщик подкручивает старые часы. Луч света, попадая на сетчатку, запускает цепочку из сотен химических реакций. И в результате твои часы синхронизируются с атомными часами Вселенной, вращением Земли вокруг звезды. Ты не просто живешь на планете, ты ее механизм.
Но есть один тревожный факт. Мы убиваем эту связь. Искусственный свет ночью, экраны телефонов, лампочки в спальнях. Наш мозг видит свет после заката и думает: солнце все еще светит, зачем спать? Мелатонин не вырабатывается, циркадный ритм сбивается, и Всемирная организация здравоохранения уже назвала ночную работу вероятным канцерогеном. Мы оторвались от звезды, которая создала наши часы, и теперь наши тела платят за это. Но давай на минуту остановимся. Мы говорим о солнце как о добром дедушке, который дарит тепло и жизнь. Это правда. Но только наполовину. Вторая половина правды звучит так. Солнце – это бомба замедленного действия. Оно кажется нам стабильным. Мы прожили всю историю человечества при спокойной звезде. Но геологическая летопись говорит о другом. Оказывается, у Солнца бывает характер. Каждые 11 лет оно впадает в бешенство. Ученые называют это солнечным максимумом. Поверхность звезды покрывается пятнами, областями, где магнитное поле сжимается в тугие узлы. Эти пятна холоднее окружающей поверхности, но не обманывайся. Холоднее значит всего 5000 градусов вместо 6. И тогда начинается вспышки. Протуберанцы – выбросы плазмы, которые весят миллиарды тонн и летят в сторону Земли. В 1859 году произошло так называемое событие Кэррингтона. Солнце ударило по Земле так сильно, что телеграфные линии загорелись. Операторы получали удары током. Небо полыхало так ярко, что люди в Калифорнии читали газеты ночью при свете полярного сияния. Даже в Риме, который находится гораздо южнее обычной зоны сияния, небо горело красным. Если такое случится сегодня, представь. Спутники выйдут из строя, GPS перестанет работать, самолеты не смогут летать, банковские системы лягут, электричество отключат на недели или месяцы. Трансформаторы на подстанциях расплавятся, и их невозможно будет быстро заменить. Некоторые из них делают по индивидуальному заказу полгода. Представь, что ты смотришь на Солнце в специальный телескоп, который показывает магнитные поля. В обычные дни поле спокойное, как гладкая поверхность озера. Но в годы солнечного максимума озеро превращается в штормовое море. Гигантские петли вырываются из поверхности. Они поднимаются на сотни тысяч километров. Внутри этих петель температура миллионы градусов. Вещество движется быстрее, чем любой ураган на Земле. А потом петля лопается, как резинка, которую перетянули, и миллиарды тонн плазмы летят в космос. Если такой выброс попадет в Землю, первым ударом будет рентгеновское излучение. Оно дойдет до нас через 8 минут, ионизирует верхние слои атмосферы. Радиосвязь пропадет. Потом через несколько часов придут заряженные частицы. Они будут бомбардировать спутники, выжигать чипы, ломать солнечные панели, и через несколько дней прибудет основное облако плазмы. Оно столкнется с магнитным полем Земли, вызовет гигантские токи в Земле. Эти токи пойдут по проводам ЛЭП, расплавят трансформаторы. Ты откроешь холодильник, а свет уже нет. Ты посмотришь на небо, а там полыхает сияние даже в Сочи. Это не фантастика. Это случилось в 1859 году. Просто тогда не было электричества. И вот здесь самая неловкая ирония. Звезда, которая создала всю нашу цивилизацию, в один день может уничтожить все, что эта цивилизация построила, просто случайно чихнув в нашу сторону. Мы строим атомные станции и квантовые компьютеры, а наше существование все еще зависит от капризов старой звезды. Как в каменном веке. Только теперь у нас есть интернет, который может отключиться навсегда. Но это цветочки. Настоящие перемены начнутся через миллиард лет. Да, звучит как бесконечно долго, но для Вселенной это как один удар сердца. Для геологов – как завтрашний день. Через миллиард лет Солнце станет на 10% ярче. Звучит не страшно? Зря. 10% – это смертельный приговор для океанов. Температура на Земле поднимется настолько, что вода начнет испаряться быстрее. А водяной пар – это парниковый газ. Чем больше пара, тем выше температура. Замкнутый круг. Океаны закипят. Буквально, вся вода, которая была на планете, улетит в космос. Земля станет похожа на Венеру. Давление атмосферы вырастет в сотни раз. Температура поднимется выше 400 градусов. Ни одна белковая форма жизни не выживет.
Даже самые стойкие бактерии, которые живут в кипящих источниках, не перенесут такого пекла. Через 7 миллиардов лет Солнце начнет умирать. Оно раздуется в красного гиганта. Его край почти достигнет орбиты Земли. Но не пугайся, ты этого не увидишь. Никто из живых существ этого не увидит. И вот здесь кроется самое удивительное. Представь, что ты стоишь на берегу и смотришь на закат. Закат – это красиво. Но представь закат длиной в миллион лет. Солнце медленно раздувается. Сначала оно становится оранжевым, потом красным, оно занимает полнеба, потом все небо. Температура на Земле растет не сразу. Сначала медленно, потом быстрее. Ты не ощутишь этого, потому что у тебя нет миллиона лет жизни. Но если бы ты мог ускорить время, ты бы увидел, как океаны начинают кипеть не с краев, а с поверхности. Облака становятся плотнее, небо белым от пара, а потом вода исчезает, остается камень, голый горячий камень, а Солнце все растет. Его края почти касаются орбиты Меркурия. Меркурий испаряется, Венера теряет атмосферу, а Земля превращается в расплавленный шлак. Потом Солнце сбрасывает внешние слои, гигантское кольцо газа и пыли разлетается в космос. Это планетарная туманность. Она будет светиться еще несколько тысяч лет. А в центре останется белый карлик размером с Землю, но весом с Солнце. Он будет медленно остывать миллиарды лет. И когда он станет черным карликом, холодным, мертвым куском углерода, только тогда история нашей звезды закончится. Но у человечества есть шанс. У нас есть миллиард лет, чтобы стать межзвездным видом. Мы можем улететь к другой звезде, или построить искусственные миры, или найти способ отодвинуть Землю подальше. Гравитационными маневрами, как в научной фантастике. Пропускать астероиды рядом с планетой, чтобы они своей гравитацией постепенно оттаскивали ее на безопасную орбиту. Солнце дало нам жизнь, оно дало нам уголь, нефть, газ. Все это древняя солнечная энергия, закопанная в земле. Оно дало нам дерево для лодок и ветер для парусов. Оно дало нам кремний для чипов и солнечные батареи. А теперь оно дает нам самый важный подарок – время. Время, чтобы вырасти. Время, чтобы улететь из дома. Как дети, которые покидают родительский дом, когда те становятся слишком стары. Мы – дети Солнца, и когда-нибудь нам придется попрощаться. Но это будет красивое прощание. Представь, что ты стоишь на берегу океана в самую темную безлунную ночь. Вода черна, как чернила, небо давит, звезды высыпали, как песок. И вдруг край Солнца появляется из-за горизонта. Всего полоска. Оранжевая, горячая. Сначала ты видишь только свет, потом форму, потом диск. И в этот самый момент тысячи тонн воды начинают движение. Прилив. Луна отвечает за приливы? Да. Но без Солнца их сила была бы в 2 раза меньше. Так что эта волна у твоих ног тоже рукопожатие со звездой. Ты стоишь босиком и чувствуешь, как вода касается ступней. Это касание началось за 150 миллионов километров отсюда. В ядре термоядерного взрыва, который длится уже 4,5 миллиарда лет. Ты – единственное существо на этой планете, которое понимает, что сейчас произошло. Волна знает, песок знает. Но только ты можешь сказать «это пришло от звезды». И в этом твоя сверхспособность. Самое невероятное мы оставили на десерт. Ты знаешь, что Солнце желтое? Нет. На самом деле Солнце белое. Совершенно белое. Желтым оно кажется из-за атмосферы Земли, которая рассеивает синие лучи сильнее. Именно поэтому небо голубое. Синий свет рассеивается во все стороны, а желтый и красный идут почти по прямой. Поэтому Солнце на закате красное, свет проходит через больше воздуха, и синий рассеивается полностью. Астронавты на МКС видят Солнце как ослепительно белую сферу. Настоящий цвет звезды – белый. Как светодиодная лампа дневного света. Но есть еще один слой правды. Солнце не сферическое. Оно слегка приплюснуто, как мяч, на который кто-то сел. Из-за вращения экватор выпирает наружу. Разница небольшая, всего 10 километров. Но для астрономов это улика. Вращение Солнца неравномерное. Экватор оборачивается за 25 дней. Полюса – за 35. Представь, что у тебя голова крутится быстрее ног. Это странно, правда? Но именно так работает звезда. Представь, что ты подлетаешь к Солнцу на космическом корабле. Сначала ты видишь желтый диск.
Но по мере приближения цвет меняется. Желтый становится бледнее, белее. А когда ты подлетаешь достаточно близко, чтобы глаза могли смотреть через специальный фильтр, ты видишь не гладкую поверхность, а кипящий ад. Зернышки. Миллионы маленьких ячеек. Каждая размером с Техас. Они поднимаются, лопаются, исчезают. Это конвекция. Горячая плазма поднимается из недр, остывает на поверхности и опускается обратно. Весь диск Солнца кипит, как кастрюля с овсянкой на медленном огне. А по этой кипящей поверхности ползут черные пятна. Они огромные, в несколько земель. Внутри этих пятен магнитное поле такое сильное, что оно останавливает конвекцию. Горячая плазма не может подняться. Область остывает до всего 4000 градусов, и поэтому она кажется черной, на фоне 6000-го кипения вокруг. Ты смотришь на Солнце и видишь, как работает звезда, как в учебнике физики, только вживую. Но самое странное — внутри. Солнце пульсирует, как сердце. Каждые 5 минут его поверхность поднимается и опускается на несколько метров. Не как волна цунами, а как грудь спящего человека. Ритмично, непрерывно. Астрономы называют это солнечными осцилляциями. Они как эхо от ударов миллионов термоядерных бомб внутри звезды. Изучая эти пульсации, ученые могут заглянуть в недра Солнца. Так же, как по звуку колокола ты понимаешь, из чего он сделан, эта наука называется гелиосейсмология. Буквально наука о землетрясениях на Солнце. И с ее помощью мы знаем, что у Солнца есть ядро, лучистая зона и конвективная зона. Мы знаем его температуру, плотность, состав. Мы знаем, сколько там водорода и гелия. Мы знаем, сколько лет звезде. Все это по пульсациям. Солнце не просто горит, оно поет. Очень низким басом. Человеческое ухо не слышит эту песню, частота слишком низкая. Но она есть. Бесконечный гул звезды, которая держит в своих объятиях весь дом человечества. Вот факт, который ломает мозг. Ты состоишь из углерода, азота, кислорода, кальция, фосфора. Все эти элементы не могли родиться в Солнце. Солнце слишком маленькое для этого. Оно может превращать водород в гелий. Но углерод и железо куются только в сердцах гораздо более массивных звезд. Звезд, которые взорвались сверхновыми миллиарды лет назад. То есть, понимаешь, та звезда, которая дает тебе свет и тепло прямо сейчас, она не дала тебе тело. Твое тело создали другие звезды, давно умершие, разлетевшиеся в космическую пыль. Железо в твоей крови родилось в ядре звезды, которая была как минимум в 8 раз тяжелее Солнца. Когда у нее закончилось топливо, ее ядро коллапсировало, а внешние слои взорвались. И в этом взрыве сверхновой образовались все тяжелые элементы – серебро, золото, уран и железо. А потом эта пыль медленно собиралась в новые облака. Из одного такого облака сформировалась Солнечная система. Солнце взяло на себя 99,86% всей массы, а из оставшихся крошек менее 0,2% сделались планеты. Твое тело – это космический мусор. Драгоценный мусор. Представь, что ты сжимаешься до размера атома и летишь сквозь время назад. 5 миллиардов лет. Солнечной системы еще нет. Есть только гигантское облако газа и пыли. Оно вращается медленно. Потом где-то рядом взрывается сверхновая. Ее ударная волна сжимает облако. Начинается гравитационный коллапс. Центр нагревается. Это будущее Солнца. А вокруг остатки пыли. Ты смотришь на эту пыль. В ней есть атомы железа. Они прилетели сюда с той самой сверхновой. Другие атомы от других взорвавшихся звезд. Некоторые атомы совершили путешествие через всю галактику. Они были в десятках звезд. Их переплавляли, выбрасывали, снова собирали. И вот они оказались в этом облаке. Пылинки сталкиваются, слипаются, формируют планетизимали, куски размером с горы. Потом планетизимали сталкиваются, образуют планеты. Земля растет. Она горячая, расплавленная. Атомы железа падают в ее центр, формируют ядро, проходят миллиарды лет. Континенты движутся, жизнь появляется в океане. И в какой-то момент один из этих атомов железа оказывается в крови первого млекопитающего, а потом в твоей крови. Ты носишь в себе пепел давно умерших звезд.
И Солнце просто дает этим атомам место, где им тепло. И здесь все становится еще страннее. Если бы не взрывы сверхновых, во Вселенной были бы только водород и гелий. Ни углерода, ни кислорода, ни тебя. Мы – звездный пепел, который научился думать. Звезды умирают для того, чтобы мы могли родиться. Солнце не создавало твои атомы, но оно заботится о них. 4,5 миллиарда лет, без выходных, без отпусков, просто горит и горит. Чтобы у тебя была 1 минута на этом пляже, когда ты смотришь на волны и думаешь о вечности. А теперь самое важное. То, ради чего мы все это затеяли. Ты когда-нибудь чувствовал себя маленьким, беспомощным, ничтожным на фоне Вселенной? Забудь об этом, потому что физика говорит другое. Каждый квадратный сантиметр твоего тела каждую секунду пронзают десятки миллиардов нейтрино. Это частицы, которые рождаются в ядре Солнца. Они проходят сквозь Землю, сквозь тебя, сквозь все на своем пути. Почти не взаимодействуя, ты не чувствуешь их, ты их не видишь. Но они есть. Солнце посылает тебе привет каждое мгновение, через толщу пространства, через атмосферу, через твою кожу. Ты подключен к звезде. Прямо сейчас. Навсегда. Мы привыкли думать, что жизнь на Земле – это случайность, удачное стечение обстоятельств. Но может быть все наоборот. Может быть, звезды создают жизнь не случайно, а потому что это единственный способ для Вселенной увидеть себя изнутри. Чьими-то глазами почувствовать тепло, удивиться красоте северного сияния. Задать вопрос «А что там за горизонтом?» Представь, что ты Солнце. Ты не думаешь? У тебя нет нервной системы. Ты просто шар плазмы, который следует законам физики. Ты не знаешь, что на третьей планете от тебя есть существа, которые смотрят на тебя и пишут стихи. Ты не знаешь, что твой свет попадает в глаза детей, которые смеются на пляже. Ты не знаешь, что твоя гравитация держит на орбите зонды, которые люди запустили к другим мирам. Ты просто горишь. Но эти существа знают. Они смотрят на тебя. Они измеряют твои пульсации. Они запускают зонды, чтобы поцеловать твою корону. Они благодарят тебя за каждое утро, за каждое лето, за каждый фотосинтез, который дал им кислород. Ты не думаешь о них, но они думают о тебе. И в этом единственная во всей Солнечной системе форма материи, которая способна оглянуться на источник своего тепла и сказать «Спасибо, спасибо за свет, за то, что не сгорел и не замерз, за углерод, который стал белками, за железо в крови, которое когда-то выковала другая звезда, за то, что ты есть, и мы есть. Мы временные. Солнце временное, даже галактика временная. Но момент, когда один фотон из недр звезды коснулся сетчатки одного примата, который сидел на камне и смотрел в небо, этот момент останется в истории Вселенной навсегда. Потому что это был момент, когда космос проснулся и увидел себя со стороны. Ты выключишь это видео, выйдешь на улицу, поднимешь голову, увидишь солнце, и теперь ты будешь знать, что видишь не просто желтый круг на небе. Ты видишь термоядерный двигатель жизни, магнитный щит, хранителя ритмов, будущего красного гиганта и, возможно, первого настоящего друга человечества. Солнце дало нам все, кроме одного – способности сказать «до свидания». Когда-нибудь нам придется уйти, но пока мы здесь, пока оно светит, у нас есть время. И это время – единственная настоящая валюта во Вселенной. Трать его с умом. На удивление, на любопытство. На жизнь. Спасибо, что посмотрели. Если вас завораживает космос, вы уже подписаны. А если нет, то солнце все равно будет светить для вас завтра утром. Просто потому, что оно такое. Путешествие продолжается.